В 2022 году исполнилось 110 лет со дня смерти автора готического романа ужасов Дракула Брэма Стокера. Первые тиражи не нашли отклика у читателей. Между тем писатель создал героя, который оказался прообразом многих телеперсонажей. Одни из лучших фильмов про вампиров, по моему мнению. Смотрите в этом видео, не переключайтесь. В начале марта 2022 состоялась мировая премьера голливудского фильма «Морбиус» режиссера Даниэля Эспиноса с Джаредом Лето в главной роли. В центре сюжета персонаж серии комиксов Marvel доктор Морбиус, страдающий генетическим заболеванием крови и ищущий способ излечения. Врач прибегает к нестандартному методу и скрещивает гены вампировых летучих мышей с собственными. Лекарство подействовало, но Морбиус стал превращаться в вампира. Американский долгострой был задуман нулевых. Съемки начались в феврале 2019. Между тем, проект не набрал высоких рейтингов. Критики говорили о скучных эффектах, бессмысленном сюжете, поверхностных персонажах, а вот рядовые зрители отметили исполнителя главной роли в кинокомиксе. История фильма про вампиров все же понравилась поклонникам этого жанра. Зарубежный фильм ужасов 1994 года «Интервью с вампиром» режиссера Нила Джордана оказался ярким кинособытием конца прошлого века. Главные роли исполнили Том Круз, Брэд Питт и юная Кирстен Данст. История показана в виде откровений хорошего вампира, страдающего от бессмертия и драм, свидетелем которых он стал. В компании других вампиров и обращенной девочки, взрослеющей, но не меняющей детский облик, возникли разногласия, которые привели к трагедии. Фильм вызвал положительные отзывы, а также был номинирован на престижные награды, некоторые из которых удалось завоевать. К слову, Питту и Крузу досталась среди прочих трофеев статуэтка «Золотая малина» в номинации «Худшая экранная пара». В основе фантастического комедийного хоррора «Академия вампиров» 2014 года режиссера Марка Уотерса легла первая книга серии романов Рэйчел Мид. По сюжету две лучшие подруги изучают в школе кровавую магию. Их наставником становится полувампир. Загадочной троице предстоит противостоять собратьям, нарушающим закон. Для зрителей проект оказался интересен тем, что в кадре наравне с голливудскими звездами Зоей Дойч и Люси Фрай появились российские актеры Данила Козловский и Ольга Куриленко. Между тем, вампирский проект не оправдал ожиданий создателей и провалился в прокате. Критики были безжалостны и утверждали, что сюжет непоследователен, шутки хромые и явно не хватало волшебства. Вспомнили и о саге «Сумерки», пытаясь намекнуть на похожесть мотива. Однако МИД выпустила роман в 2007 задолго до оглушительного успеха вампирской саги. Идею проекта пытались реанимировать за счет сиквела, однако собрать деньги на фильм так и не удалось. Метафорическая картина «Выживут только любовники» 2013 года режиссера Джима Джармуша затрагивает вечную тему любви мужчины и женщины. Криптовампирская любовная история рассказывает об отношениях Адама и Евы. Тонкость сюжета в том, что влюбленные живут уже 1000 лет и являются вампирами, придерживающимися правила не убивать человека. В размеренную жизнь вампиров-эстетов ворвалась младшая сестра Евы, неукротимая взрывная Ава. Молодая вампирша запускает череду неприятностей в жизнь старых вампиров, что оборачивается проблемой поиска крови. Любовь оказывается единственной радостью в жизни Адама и Евы. В главных ролях проекта зрители увидели Тильду Суитон и Тома Хиддлстона. Аву, сестру Евы, сыграла Мия Васиковска. Критикам понравилась работа актеров. Оценили также режиссерскую идею. В зрительских рейтингах, по данным сайта Кинопоиск, кинокартина набрала 7,4 балла из 10. Интересный фильм «Реальные упыри» – это комедия в жанре мокюментарий. Стилизованная пародия под документальный фильм позволила режиссерам Тайке Вайтити и Джемейку Клименту, исполнившим также главные роли, избежать полировки шероховатостей кадра, что добавило проекту очарования. По своей сути фильм состоит из наборов скетчей жизни вампирской коммуналки, где существуют свои внутренние конфликты. Рейтинги проекта оказались высокими и приближались к 100%. Самый смешной вампирский фильм был также удостоен приза зрительских симпатий Варшавского и Торонского кинофестивалей, а также номинаций на премию «Сатурн» как лучший фильм ужасов. Лучшим фильмом про вампиров для подростков оказалась постановка Пола Вайца «История одного вампира» 2009 года. По сюжету школьные друзья пришли на ночное представление в цирк. Безобидное на первый взгляд мероприятие обернулось знакомством с миром вампиров. Юноши попали в серьезную передрягу, разбудили войну между вампирскими кланами и заключили сделку, замешанную на крови. В актерский состав проекта вошли Джон Райли и Сальма Хайек. Но даже появление звезд такого уровня не спасло фильм от провала. Затраты на съемки в прокате не окупились.
Награду получила лишь актриса второго плана Джессика Карлсон, а критики признали, что до конца понять сюжет так и не смогли, а лишь разглядели намеки на сиквел, который очевидно будет сильнее, но вторая часть так и не появилась. Российский фильм Тимура Бекмамбетова «Ночной дозор» 2004 года снят по роману писателя Сергея Лукьяненко. Действие проекта происходит в Москве. Службы контроля темных и светлых сил поддерживают в столице порядок. Светлый маг Антон Городецкий, который стал иным после обряда приворота, наводит порядок на стороне темных сил и выходит на группу вампиров. Главные роли в проекте исполнили Константин Хабенский, Владимир Меньшов, Виктор Вержбицкий и Мария Порошина. Кассовые сборы фильма составили более 50 миллионов долларов при затратах в 4 миллиона долларов. Картина получила Золотого Орла за лучший звук, а также вошла в топ-100 неанглоязычных фильмов по версии журнала Empire. Продолжает список лучших фильмов про вампиров «Другой мир». Сразу нескольких режиссеров, среди которых Лен Уайзман и Патрик Татополус. В сюжете франшизы «Противостояние оборотней и вампиров». С 2003 по 2016 вышло 5 частей проекта. Прокат фильма окупился, но критики не поддались на зрительские отзывы и разнесли в пух и прах сюжет и основных персонажей. Особенно злобные намекали, что продолжения не будет, но нет, герои полюбились, вампирская идея понравилась, а сам проект стал культовым. Следующим фильмом является неофициальная адаптация романа Стокера, экранизированная в 1922 «Носферату. Симфония ужаса» режиссера Фридриха Мурнау. Кинематографисты прошлого не особо беспокоились об авторских правах, поэтому Дракулу переименовали в Орлока. Потомки автора обратились в суд и доказали свою правоту. Картину полагалось уничтожить, однако Великое живет вечно. Несколько копий старого кино сохранилось и пополнили сокровищницу мирового кинематографа. Первая экранизация романа Дракула стала законодателем стиля в фильмах про вампиров. Создатели подали идеи последователям, в том числе и «Смерти от солнечного света». Согласно рейтингам кинокритиков, проект, по данным сайта Кинопоиск, набрал 97%. Немое кино с титрами достигло большего рейтинга, чем киноленты с диалогами и спецэффектами. Завершает подборку лучших фильмов о вампирах фильм «Дракула» 2014 года. Дебютная работа молодого голливудского режиссера Гарри Шора получилась стильным блокбастером, ставшим обладателем 2 Сатурнов 2015 года за костюмы как лучший фильм ужасов. При всем великолепии и прекрасных спецэффектов в киноленте есть и маленькие ляпы, когда главный герой распивал с турком кофе, которого не могло быть в 15 веке у османов. Кроме того, у трансильванца не было жены Мирены и сына Ингераса. Вопреки сложившемуся стереотипу легендарного вампира, Дракула в исполнении обаятельного актера Люка Эванса предстал на экране харизматичной личностью с сильным характером. Колосажатель наводил ужас на соседние страны. Правитель Трансильвании Влад III Цепиш умело управлял своим краем, был счастлив в браке и имел крепкую семью, но над Валахией нависла страшная угроза со стороны Османской империи. Ее монарх грезил заполонить сына Дракулы. Князь, оправдывая свое прозвище «Сын дьявола», пошел на сделку со злыми силами, чтобы защитить родных и отстоять собственные земли.